Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы вас всех приветствуем. Друзья, ну и как вы уже поняли, мы находимся в Санкт-Петербурге. Да, мечта наша сбылась, наконец-то. И сегодня мы посетили новое место, мистическое и безумно красивое. Посмотрите, это Михайловская усадьба. Немного истории об этой великолепной усадьбе мы, конечно же, вам расскажем закадрово. Ну а дальше продолжим экскурсию. И если получится попасть внутрь, мы обязательно это сделаем, так как с ней связана большая история, и не только обычная, но и мистическая. Михайловская усадьба. Немного истории, кем и для кого была построена эта шикарнейшая усадьба. Усадьба Михайловка находится между поселком Стрельно и Петергофом. В 30-е годы XIX века император Николай I начал обустраивать имение для своих детей. Дачу для младшего сына императорской четы великого князя Михаила Николаевича было решено организовать именно на этом участке. История создания этого шедевра очень интересна и немного неоднозначна. И это неудивительно, ведь в создании этого дворца в разное время принимали участие 3 знаменитых архитектора. Это Андрей Штекеншнейдер, Иосиф Шарлемань и Гарольд Боссе. После революции в этом здании была трудовая школа-колония «Красные зори». В войну усадьба сильно пострадала, а в 1945 году в разрушенном дворце расположили птицефабрику. В 1967 году усадьбу передали Кировскому заводу. Дворец и парк восстановили, а в самой усадьбе расположили пансионат, где могли отдохнуть многие жители Ленинграда. Далее, в 2006 году усадьбу передали Санкт-Петербургскому государственному университету. Сейчас на территории расположен университетский городок Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Но усадьбу, к сожалению, забросили. Ходили слухи о ее реставрации, только, как мы видим, это не более чем слухи,
так как с каждым годом этот величественный памятник архитектуры ветшает, теряя свою былую роскошь, и, скорее всего, пройдет еще немного времени, как он превратится в руины, и останется лишь память. Память, которую нам повезло хоть немного увековечить на нашем канале и в наших видео. Друзья, а теперь предлагаем вам посмотреть небольшой обзор этой шикарной усадьбы, которая, несмотря на заброшенность, продолжает восхищать своим великолепием. Мы сегодня не одни, а с нами наши любимые подписчицы. Сейчас мы вас с ними познакомим. Вот наши замечательные подписчицы. Знакомьтесь. Знакомьтесь. Олеся. Это Олеся. А это Татьяна. Что касается мистической стороны этой усадьбы, то мы не нашли какой-то определенной истории, даже легенды. Почему-то и, как ни странно, но мистика обошла ее стороной. Хотя есть на просторах интернета люди, которые утверждают, что их знакомые, родственники, друзья друзей, а в некоторых случаях и друзья друзей друзей встречали там призрак жены Михаила Николаевича Ольгу Федоровну. Кстати, нужно заметить, что она была очень живым и безумно энергичным человеком. Языкастая, остроумная, все держала в своих руках, была доминантом в отношениях, но также очень любила сплетни. Сплетня была ее главным смыслом жизни. Так что вполне возможно, что призрак Ольги Федоровны иногда распускает слухи о своем существовании. Но проверить мы этого не сможем. К сожалению, нам не удалось попасть в саму усадьбу, так как она охраняется очень ответственным и бдительным охранником, с которым нам посчастливилось познакомиться. А знакомство наше началось с запуска квадрокоптера. Да, это был поистине экстремальный полет. Как только мы его запустили и успели один раз пролететь над усадьбой,
тут же произошел сбой, и он исчез с нашего радара и поля зрения. Мистика. Именно та самая мистика, о которой мы были наслышаны, но, честно сказать, не поверили. А она заключалась в том, что у людей, которые запускали свои квадрики, те сразу начинали глючить и сбиваться с настроек. Эту необъяснимую вещь народ приписывал к некой аномалии. Наш же квадрик не сразу стал глючить, ему даже удалось что-то поснимать перед тем, как начало происходить нечто необъяснимое. Конечно же, данному факту есть вполне реалистичное объяснение, и это вовсе не относится к мистике. В том месте рядом с усадьбой находится некий секретный объект, который нам, простым смертным, лицезреть нельзя. Что это за объект, мы не знаем и можем только предполагать, так как наш героический квадрик-шпион смог выстоять вражескую атаку и даже успел снять то самое конспиративное место. Немного отсняв усадьбу, мы хотели поснимать территорию, где раньше были императорские сады и парки с прудами. Но как только квадрик полетел чуть в сторону, мы полностью потеряли над ним всякое управление и контроль. С того момента им уже управляли с той самой территории, перехватив сигнал какими-то своими методами. И он улетел, но обещал вернуться. А дальше свист, крик, вопль охраны. Стреляют, сейчас подстрелят. Кто позволил, кто разрешил?
и прочая нецензурная брань, из которой мы поняли, что нам сейчас придет хана, а Квадрику и подавно. Но наш маленький шпион каким-то образом изловчился и включил функцию автопилота. Затем, долетев до секретного объекта, откуда его к себе притянули, чтобы уничтожить, решил, что он просто так не сдастся и еще покажет им, на что способен. Квадрик начал резко набирать высоту и тем самым ушел от вражеского преследования и вскоре появился в зоне нашего доступа. Мы снова могли им управлять. Экстренно совершив посадку, мы тут же достали флешку и спрятали ее в надежное место. Как только мы это сделали, сию минуту прибежала охрана и... Впрочем, все разрешилось. Инцидент был урегулирован. А главное, что флешка у нас, и мы можем посмотреть то, что смотреть, по всей видимости, можно не всем. Похоже, это чья-то резиденция, имеющая особый статус важного значения. Но чья? Это нам неизвестно. Возможно, правительственная, но это не точно. Главное, что все обошлось. После этой переделки мы еще немного погуляли по некогда бывшему императорскому парку, пофотографировали Михайловский замок и отправились в Царское Село, город Пушкин. В тот день мы думали, что на сегодня достаточно приключений. Но мы ошибались. Все только начиналось. Приехав в Пушкин, мы решили прогуляться по Екатерининскому парку, а затем присели отдохнуть на скамейку, полюбоваться местными красотами. Съемки в этот вечер у нас больше не планировались, хотя оборудование было с собой, так как вы же помните, что мы вернулись с Михайловской усадьбы.
И вот это место нас очень удивило. Что это за место, что с ним связано, я расскажу чуть позже. А пока давайте посмотрим, что же с нами произошло. Я уже сказала, что съемки мы не планировали. Камера была разряжена и полностью забита видео с другой локации. Поэтому пришлось экстренно включать камеру на смартфоне. Большая часть, к сожалению, не заснята, так как все было неожиданно, и мы просто растерялись. Обсуждая события прошедшего дня и делясь впечатлениями, мы не заметили, как наступили сумерки. В какой-то момент в темноте послышались уверенные шаги по направлению к нам. К слову сказать, дорожки в этом парке не асфальтированные, а засыпаны мелкой щебенкой, поэтому звук шагов приближающегося человека будет очень хорошо слышно. Мы все на автомате обернулись, но никого не было. Удивившись, переглянулись, но продолжили дальше свои обсуждения. Через какое-то время все повторилось. И не раз. Мы сделали вывод, что нечто настойчиво пытается привлечь наше внимание. Так как у нас с собой было оборудование, мы решили поставить камеру ночного видения. Но ввиду того, что обзор с тропинки ведет на оживленную проезжую часть, мы установили камеру в том же месте, откуда доносились шаги, но направили ее в самую темную часть парка. А теперь давайте посмотрим, что нам удалось зафиксировать. Самые интересные моменты мы выделим. Остальное будет на ускорении.
сразу хотим обратить ваше внимание на этот момент. Вот это освещение не от фар автомобилей. От фар свет туда бы не проник. Наше предположение, что это мог быть инфракрасный фонарь. Иначе другое освещение с того места, где мы стояли, точно бы увидели. Но откуда мог взяться инфракрасный фонарь? Кто мог с ним ходить? И для чего? Для нас так и осталось загадкой. Дальнейшее событие вообще ввело нас всех в ступор. Мы засекли время и ждали, пока пишет камера ночного видения. Как вдруг на мои смарт-часы приходит весьма загадочное сообщение. Причем никаких пометок, от кого оно, с какого приложения и откуда вообще появилось, неизвестно. На телефоне, который полностью синхронизирован с часами, ничего не было. Да и само послание было очень странного содержания. «Я не дошел. Измеряйте свои желания со своими возможностями». Что бы это могло означать? Нас кто-то о чем-то хотел предупредить таким образом? Или что-то до нас донести? Только мы успели это прочитать, как оно исчезло, и мы его так и не смогли нигде
найти. Это мистика в чистом виде, причем у всех на глазах. К сожалению, мы не успели ни сфотографировать, ни снять этот загадочный момент, поэтому нам в голову пришла мысль попробовать пройтись с Kinect-камерой. Есть. Есть. Слышали, Вот вот там. здесь? Да. У меня Да. как раз вот здесь. Да. Где-то тут. Вот здесь, Вот. вот чук, прям. Да, Значит, было, он да. деревянный Было, звук было. такой, бук. Деревянный звук был. Да, да, да. Есть. Значит, он где-то туда. А подойди к нам поближе, пожалуйста, покажись на Kinect-камеру. Пожалуйста, покажись. Сядь на лавочку, пожалуйста. А ты можешь потрогать меня за плечо? Нет, наверное, не Конечно, может. Сказать, может, это мое самовнушение? Ну, было, я да? тебя- Нет, нет, тепло стало вот здесь. вправо. Вот тепло было вот там на скамейке, то же Значит, самое. здесь кто-то ходит. Смотри, да. А ты вообще- можешь еще какой-нибудь звук издать, чтобы мы услышали? Ударь по этой скамейке. Точно. Просто стукни по этой скамейке. Или по любой другой. Съемку мы начали с более темной стороны парка, ближе к Екатерининскому дворцу. Но, как вы можете видеть, там никаких результатов не было. Поэтому мы вернулись к месту, откуда нам слышались шаги, и пришло загадочное сообщение. Приближаясь к скамейке, кто-то из нашей компании сказал, что видит боковым зрением темный силуэт, который на нее только что сел. Мы включили Kinect-камеру. А где это? Это вот где было, девки? Вот на лавке? лавочка здесь. Да, на лавочке. Я же Вот. говорю, тут сидел Вон кто-то. лавочка. Ну, на лавочке, да. Ширка не было слышно. Блин. Ну вернись Где мы, что ли? обратно. Давай, Мы садись. Как же страшно, когда ты это слышал, да, а потом это видишь. Не очень приятно, но прикольно. Да, вот где-то Да, 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 в углу сидел. Ну вернись, давай. Покажись, пожалуйста. Ловите, держите, где он? Вот Это где он? вот он. Скамейка. Вот здесь. Опять же Это угол где? Это же место. Это же, куда она держит ее? Вот сюда, Угол вот. Это разве скамейки. Вот здесь, я сюда, вот сюда. Так Он подожди, тоже а, как-то там его там лавочке? как-то Свет, плющит. вот так Нет, вот нет, можешь держать? нет. Вот Да так не вот. могу. Я не вижу. Свет чуть-чуть Не тогда. светит в глаз. Нет, если она вправо сделала, он где-то... Нет, Погоди, я не а А, вправо наоборот, движусь. зеркально, все, да? Смотри, где урна, по-моему, да? Я Блин. ничего не вижу, конечно, из-за света. Просто чтобы он виднее был, Мгм. я сделаю Да, инфокраску. да, 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 да. Вот. Все, Он же на явно лавочке, сидит, опять там девочки. же. Ну как это может Так это быть? Ну, он же скамейка? Сидит, сидит. да, скамейка рядом с Всё, урной. Он на скамейке. сидит. Да, он сидит. Он просто сидит. Вот Он же сами даже посмотрите. ничего, он сидит Он явно. сидит. Вот причем Мгм. на краю, ну, вот на Мгм. краю скамейки. Да, да. сидит. Блин, а вы здесь видели силуэт человека? Да, я здесь ходила, Вот здесь если она шоркал. ширка не слышит, говорю, Да, без а я конца. видела. И Я сколько раз голос. оборачивалась. М. Есть. Это Ну, ты это был, да? пипец. Привет. Как тебя зовут? А помаши нам рукой. О, махнул. Смотри, Машет. смотри. Я его так расплющила, прям нога туда, А рука ты можешь сюда. сесть ровно? Сядь ровно. О, сел. Прям Смотри. сел, ногу на ногу. Ты крутой, привет. Он тебе говорит привет. Всё Всё. исчез. По видео можно понять, что это энергетическое проявление на нас реагировало и понимало, о чем мы его просим. Из чего мы сделали предположение, что это нечто разумное. Далее мы провели сеанс ЭГФ и задали ему вопросы. Кто он, что с ним произошло и почему он там застрял. А главное, он ли неведомым способом прислал то странное сообщение на мои часы. Результаты ЭГФ будут опубликованы в конце этого видео. А сейчас небольшая справка о том городе, где происходили наши основные съемки и чем он нас заинтересовал. А теперь давайте отмотаем время назад в прошлое. В тот ужасный 1941
год, когда началась Великая Отечественная война. Немец напал 22 июня, а в ночь с 17 на 18 сентября 1941 года фашисты захватили город Пушкин. Немногие жители успели эвакуироваться перед оккупацией. Ленинград и Пушкин были прифронтовыми городами, поэтому люди могли осуществлять въезд и выезд только по спецпропускам. И те жители, которые уехали на работу утром 17 сентября в Ленинград, уже не смогли вернуться обратно домой. В первую же неделю оккупации фашисты развесили по всему городу объявления с приказом, в которых требовалось проживающим в Пушкине лицам еврейской национальности явиться якобы на перерегистрацию. По этому приказу в течение 3 дней явилось несколько сотен евреев. Среди них были в основном женщины, дети, старики, инвалиды. Никто из пришедших обратно домой не вернулся. Как впоследствии стало известно, людей отвели в подвалы Екатерининского дворца и затем расстреляли. Все они были захоронены оккупантами в Екатерининском парке, в Лицейском саду, Александровском парке, Баболовском парке. Но на этом гитлеровцы не успокоились. Они продолжали уничтожать уцелевших, вылавливая их по всему городу и окрестностям. В подвалах Царскосельского лицея и Гостиного двора находились самые большие бомбоубежища, где прятались многие жители Пушкина. Фашисты врывались туда, выстраивали всех в шеренгу и начинали сортировать евреев от русских, устраивая при этом унизительные осмотры. Кто-то им не понравился или кого-то считали подозрительным. В общем, отбор был по настроению, и их выводили из бомбоубежища. По воспоминаниям жителей Пушкина, в одну ночь тех, кого вывели, построили в шеренгу. В колонне шло примерно 800 человек и повели в сторону Александровского парка. Среди них были и старики, и женщины, и дети. Они чувствовали приближение смерти и хором запевали грустную и печальную песню. Приведя людей на место, их заставляли рыть траншеи, а позже всех расстреляли у Александровского дворца. Долгие 28 месяцев оккупации царил настоящий хаос. Это было время полного бесправия, насилия, разорения и голода. Дабы навести еще больший страх на оставшихся и без того измученных и голодных жителей Пушкина, оккупанты установили виселицы на наиболее оживленных улицах. Казнь происходила также без разбора, и казненные висели там по многу дней, а на их груди висели таблички с надписями «За саботаж», «За партизанство». В сентябре 1941 года гитлеровцы убили 50 детей. В октябре в Баболовском парке расстреляли 400 граждан. В феврале 1942 года сожгли 200 жителей города. Ряд районов Пушкина фашисты объявили запретной зоной и расстреливали каждого, кто там появлялся. Люди умирали от голода, так как единственное место, где можно было купить хоть какое-то продовольствие, находилось за запретной зоной. Многие тайком пытались через нее пробраться, чтобы спасти своих детей от голодной смерти. Но мало кому это удавалось сделать, и их расстреливали на месте. Часть умерших горожан покоились во дворах своих домов, так как родные не могли довести их трупы до кладбища. В углу лицейского садика
между улицей Коммунаров и Лицейским переулком были вырыты траншеи, которые были полностью забиты трупами. Трупы также складировали в одноэтажном деревянном доме, бывшем общежитии студентов на Академическом проспекте, который потом сожгли. Большое захоронение было во дворе больницы имени Семашко, где в яму были сброшены все больные и раненые. К началу декабря голод еще больше усилился, ели все. Выкапывали даже из-под снега дохлых кошек и собак, которых немцы почему-то после прихода перестреляли. В довоенное время в Пушкине проживало 50 тысяч человек. За годы оккупации города погибло 18 368 человек. 17 968 были угнаны в немецкие концлагеря. Погибли от голода 9514 человек. Было расстреляно 6267, повешено 1105, умерло от истязаний 1214, убито при артобстрелах и авианалетах 268 человек. К концу оккупации из всех жителей города Пушкин осталось лишь около 400 человек. Страшно подумать, что пережили эти люди. 24 января 1944 года 213-й стрелковый полк 56 СД под командованием полковника Рябушева в 2 часа 40 минут первым вошел в Пушкин. Адъютант командира полка лейтенант Свиридюк водрузил красный флаг над аркой лицея. В этот день Пушкин был освобожден от фашистских захватчиков. Друзья, мы понимаем, что это сложно, но на минуту представьте, насколько страшные времена и события пережил этот город. Не менее жуткие, чем блокада Ленинграда. Судя по прошлым событиям, которые не могли пройти бесследно и оставили огромный отпечаток не только в истории, но и в энергетике этого места, мы можем предположить, что то проявление, с которым мы столкнулись, идет из прошлого. И, вероятно, это жертва оккупации. Друзья, на этом наши приключения и съемки в царском селе Пушкин не заканчиваются. И очень скоро выйдет новое видео уже с другой локации, не менее загадочной и наполненной очень интересными историями. Так что следите за новостями, обязательно подписывайтесь на наш канал Паранормальных блогеров, жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода наших новых сюжетов. Ну а мы ждем вас всех в комментариях и, конечно же, в чате нашего телеграм-канала, ссылка на который есть в описании под этим видео. До скорой встречи, друзья! И помните, вы у нас самые лучшие. Пока-пока.